Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом видео поговорим об одной особенности ногтевых пластин, когда человек имеет привычку грызть ногти. Расскажу, как правильно выполнить преображение таких ногтей, чтобы они были красивыми. Не будем затягивать, давайте приступать. Перед процедурой всегда дезинфицирую руки антисептиком. Сегодня использую пенный. Согласитесь, в данном случае покрытие гель-лаком будет смотреться не так эстетично красиво, как, например, наращивание ногтей. Поэтому мы выполним именно его. И я вам покажу способ, при котором можно с легкостью подставить формы. Как правило, те ногти, которые короткие, зачастую растут вверх. Если подставлять формы неправильно, то ногти получатся взлетными. В этом будет особенность при моделировании данных ногтей. Кутикула моей модели сильно стелится на ногтевую пластину. Мы видим красную область над кутикулой, а значит, нам нужно работать предельно аккуратно. Перед началом маникюра раскрываю подкутикульный карман апельсиновой палочкой, работаю ее боковой частью, чтобы острая часть не входила под кутикулу и не доставляла неприятных ощущений. Полностью убираю все склейки для того, чтобы мне проще было выполнить комбинированный маникюр. По мере того, как я раскрываю карман кутикулы, видим, как ногтевая пластина увеличивается и уже не такая короткая. Раскрытие начинаю с синуса, придавливаю палочку к кутикуле и задерживаю на несколько секунд для того, чтобы кутикула отодвигалась. Уже полдела сделано, теперь нам необходимо убрать птериги при помощи алмазной насадки пламя с красной насечкой. Кутикула, которая стелется на ногтевую пластину, всегда очень чувствительна, поэтому использую именно красный абразив насадки. В положении форвард прохожусь сразу на 10 ногтях все левые стороны, раскрываю кутикулу. Обрабатываю боковую пазуху и валик, в том числе прохожу по переднему дистальному валику. После того, как выполнила все 10 ноготков, выключаю аппарат, переключаю направление вращения, реверс, и иду слева направо. Также прорабатываю боковую пазуху, передний валик. Заметила, что не до конца дочистила в левом синусе, поэтому могу снова переключить положение форвард и доработать. Ногти перед наращиванием вы можете подготовить при помощи пилки или же при помощи данной фрезы. Используя направление вращения форвард, на 15-17 тысячах оборотов совершаю движение поперек ногтевой пластины справа налево, ее матируя. Здесь самое главное не переусердствовать и ее не пропилить. Поэтому, если вы только начинаете, используйте пилку. А те, кто уже мастера с опытом и работают аппаратом, можно подготавливать фрезой. Понемногу срезаю кутикулу, смотрю за ощущениями клиента. Если больно, то я не выполняю такой глубокий срез. То, что получилось срезать, я срезала, а остальные мелкие заусенцы я доработаю при помощи насадки скругленный цилиндр с красной насечкой. У моей модели приблизительно около 5 месяцев не было маникюра, поэтому кутикула вся проросла капиллярами. И буквально одно неверное движение, и можно с легкостью ее поранить. Выполнила маникюр, теперь подготавливаю ногти к покрытию, обезжириваю. Наношу дегидратор, праймер на всю ногтевую пластину, избегая попадания на кожу. Праймер наношу в небольшом количестве, одной отжатой кистью сразу на несколько ногтей. Если наносить много праймера и не дождаться испарения излишков, это может привести к отслойке материала. Для улучшения сцепки наношу каучуковую липкую базу, тонким слоем втирающими движениями. То есть не просто провожу кистью, а совершаю движение вверх-вниз, как бы втирая материал между слоев ногтевой пластины. Следите, чтобы не было затеков базы, так как следующий материал акригель будет также растекаться по этой базе. Отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Приступаем к подстановке форм. Многие мастера имеют трудности именно на этом моменте, потому что если подставлять так, как нам удобно, то форма автоматически поднимается вверх, и ногти получатся взлетными.
Иногда передний валик настолько выступает, что форма просто выталкивается, невозможно ее подставить. Сейчас я покажу, что можно сделать в таком случае. В работе я буду использовать акригель марки Gel-Lactic. Мне очень нравится его консистенция и камуфлирующая способность. Я наношу небольшое количество акригеля на свободный край и на кожу клиента. К коже никогда не пристает материал, потому что кожа имеет жировую липидную пленку и легко материал может от нее отойти. Мы сейчас формируем свободный край, как будто бы ноготь у нас не обкусанный, а нормальный, обычный. Этот способ будет максимально удобен новичкам и тем, кто затрудняется подставить бумажные формы для таких ногтей. Некоторые спросят, не проще ли использовать верхние формы для этих манипуляций, так будет намного проще выполнить наращивание. Дело в том, что при надавливании на форму в стрессовой зоне, там где валик выпирает, будет оставаться мало материала, и сломы по бокам неизбежно, ноготь сломается под самый корень. Если вы хотите работать с верхними формами, то вас спасет как раз такое удлинение на свободном крае. Теперь по линии улыбки натурального ногтя не будет сломов. Но мы с вами выполним другую технику, не при помощи верхних форм. При верхних формах получилась бы более раскрытая арка. Ногти визуально будут выглядеть широкими. И, скорее всего, при ударе ноготь может сломаться. Нам нужно сделать арку чуть побольше. Снимаю верхнюю форму и будем подставлять обычную бумажную. Снимаю липкий слой с материала. Теперь при помощи своего ноготочка, пальчика или при помощи апельсиновой палочки отделяю материал от кожи. При необходимости можете подпилить, если вам так проще будет подставлять форму. И теперь под этот материал уже будем подставлять форму. Вырезаю углубление, чтобы между точек вроста и формы не было зазоров. Форму ставлю ровно. Помню, что такие короткие ногти чаще всего вверх растущие. Отмечаю точки ногтевого вроста и вырезаю большие ушки, так как валики у моей модели ярко выраженные. Склеиваю нижние ушки формы, провожу своими пальцами вдоль, приклеиваю верхние ушки и обжимаю форму. Усики в точках ногтевого роста заправляю при помощи апельсиновой палочки. Благодаря этому лайфхаку, я уверена, у вас все получится, даже работа с короткими обкусанными ногтями. Ставлю небольшой шарик акригеля в центральную часть, где будет наивысшая точка, стрессовая зона. Смачиваю кисть в специальной жидкости для разравнивания акригеля. Раскладываю его по боковым стенкам пузиком кисти, под углом 45 градусов распределяю материал, свожу его на нет в зоне кутикулы. Важно сделать это очень четко, для того, чтобы не было затеков, ведь каждый затек – это будущая отслойка. Если в вашем случае материал отслаивается в зоне кутикулы, трескается, ломается, на моем канале есть ролик «7 ошибок при работе с акригелем». Ссылку на него я прикреплю в комментариях. Оставляю материал на наивысшей точке на стрессовой зоне. И теперь пузиком кисти перетягиваю на свободный край постепенно. Стараюсь все выгладить, чтобы мне минимально опиливать, практически в технике без опила. Мне не хватило немного акригеля, добираю его при помощи апельсиновой палочки, выкладываю на ноготь. Мы выбрали форму скошенный квадрат. Моя модель хотела длинные ногти, но в данном случае, если свое ногтевое ложе короткое и выполнить большую длину свободного края, они могут ломаться. Поэтому наращиваю приблизительно 1 к 1. То есть длина свободного края у нас будет равна длине ногтевого ложа. Сравниваю длину с другой рукой. Если все хорошо, отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Перед постановкой в лампу еще чуть-чуть заужаю форму. Если бы я моделировала форму четкий квадрат, я бы так ее не заужала. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. После просушки снимаю форму. У нас уже есть арка, но для того, чтобы ногти смотрелись более узкими, изящными, я ставлю прищепочку металлическую. Немного ее зажимаю и отправляю лампу вместе с ней на досушку на 1 минуту. Снимаю прищепочку, и вот так выглядит ноготь после просушки. Посмотрите, как он преобразился. Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, это отсутствие свободного края и
гипонихии, которые выходят за пределы ногтевой пластины. В такой ситуации мы должны подставить форму не под кожу, это будет ошибкой, так как при отрастании будет ступенька, а под ноготь, а точнее, здесь нет у нас свободного края, стык. Смотрю, чтобы центральная ось на моей форме была продолжением центральной оси пальца, отмечаю, где должны быть точки ногтевого роста и вырезаю ушки точно такие же, как я делала до этого на безымянном. Обжимаю форму. При виде сверху у нас не должно быть видно ее боковых частей, таким образом ноготь получится широким. При виде сверху она должна быть как трубочка. Форма стоит ровно и выкладываем акригель. Длина небольшая, поэтому работаю в один шарик. Если вам не хватает материала, вы его можете добавить как сразу, так и после просушки. В данной постановке форм самые коварные это вот эти усики, которые так и норовят приподняться, сделать материал тонкими в точках роста. Поэтому перед постановкой в лампу я еще раз заправляю усик под ногтевую пластину и быстро закрываю материалом. Отправляю в лампу на просушку. Нужно правильно определить время поджатия. Через несколько секунд я прошу модель дать мне пальчик, зажимаю его. Если материал сильно жмется, то поджатие выполнять еще рано. Если уже не жмется, то поздно. Важно именно поймать этот момент. Когда слегка жмется, тогда мы ставим прищепочку и отправляем в лампу на досушку на 1 минуту. Пока одна рука у меня на просушке в лампе, я работаю с другой рукой в конвейерной технике. Для большого пальца требуется большее количество материала. Если выкладывать в один шарик, то он может не просохнуть, поэтому будем работать 2 этапа. Сначала делаю подложку из акригеля, просушиваю. При виде сбоку, после просушивания подложки, ноготь плоский. Его таким нельзя оставлять, потому что он сломается. Добавляю шарик акригеля на стрессовую зону и распределяю его. Последняя фаланга на безымянном пальце уходит в сторону. В такой ситуации важно не запутаться, а поставить форму, ориентируясь на центральную ось, которая проходит через 3 фаланги пальца. Или же ориентируйтесь по первой или второй фаланге. Неправильно будет, если форма будет поставлена в сторону. Ногти будут касаться друг об друга. После просушки убираю остаточную липкость. Ее практически нет после акригеля. И приступаю к опилу. Сначала выполняю опил свободного края. Пилка заходит под углом 45 градусов под свободный край и получается скошенный квадрат. Далее боковые параллели, зона у кутикулы. Собираю поверхность, делаю ее равномерной и гладкой. Поскольку я хорошо выложила материал, мне остается лишь немного подпилить. Отворачиваю от себя и в таком положении подправляю свободный край. После опила поверхности прохожусь бафом. Обезжириваю ногтевую пластину и приступаю к покрытию цветом. Базу предварительно наносить не нужно, потому что на искусственном покрытии гель-лак будет и так хорошо держаться. В качестве дизайна мы подобрали слайдер в цвет основного покрытия. Минималистичные цветочки. Для того, чтобы убрать самые мелкие заусенцы, которые появились после опила пилкой, я выполню полировку кутикулы по маслу на небольших оборотах 5-7 тысяч. На перчатку себе капаю масло и окунаю в нее насадку. Переворачиваю руку клиента от себя, чтобы не повредить цветное покрытие, и произвожу движение справа налево. Мы выполнили преображение, ручки теперь выглядят абсолютно другими, красивыми. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, ставьте свои пальчики вверх, если вам преображение понравилось. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!